Да, я прекрасно понимаю, что данный гайд сейчас не актуален, так как последний реран Ганьюй состоялся уж очень и очень давно, но так как после Леон 3.0 должен состояться повторный ее реран, тогда почему собственно и не записать видеоролик заранее? Ганька, как по мне, самый универсальный и сильный персонаж в игре, она может даже самостоятельно бездну пройти, вы о чем? Показатель урона у нее зашкаливает, даже если смотреть на урон лично моей Ганьюй. Не хочу заранее говорить вам, крутить ее на реране или нет, поэтому сейчас я постараюсь объяснить о ней все, что сам знаю, как мейнер этой прекрасной девочки. Ганьюй — это, во-первых, лучник, но особых усилий в ее механике нет. На данный момент она самый легкий лучник со всех существующих. Талант первый — Небесная стрела. У Ганьюй есть два заряда в холд атаки. Первый заряд, как у всех лучников, а вот другой заряд наносит АОЕ урон, то есть урон по площади. И второй заряд наносит больше урона, то есть даже если вы не попали точно в цель, как к примеру в пол или землю возле противника, тогда урон второго заряда попадет по противнику. Талант второй — След Целиня. Ешка Ганьюй ставит на поле цветок, который агрит на себя мобов. ХП цветка зависит от ХП самой Ганьюй, но на увеличение ее ХП не выделяйте внимания, так как в любом случае в команде будет щит, а то, что цветок будет меньше жить, забивайте хер. Сама Ешка после ее установки на поле боя дает 2 криорофла. После взрыва и последующего попадания по противнику еще 2 рофла, что неплохо. Талант третий — Небесный дождь. Кьюшка Ганьюй запускает крутящийся шар на поле боя и бросает в определенные области льдинки, которые падают по рандому, но дамажит также неплохо. И еще по исследованию одна льдинка точно попадает по врагу, что как раз таки как гарант, что ли. Приоритет прокачки бывает разный. Если Ганька идет в керри, отдаем большую часть ресурсов на первый талант Небесная стрела, так как играть вы будете именно от зажатой ЛКМ. Если она играет в мелт команде, тогда дальше прокачиваем плюс-минус Ешку и под самый конец отдаем приоритет Кьюшке. Если же она будет играть в фриз команде, тогда уравновешиваем прокачку между Ешкой и Кьюшкой. Если Ганьюй идет в саппорта, приоритет идет на Ешку и Кьюшку. Обычно атаки нас не интересуют. А было бы вообще прекрасно полностью вкачать все таланты. Ганька заслуживает самого лучшего. Талант первый — Неразделенное сердце. После выстрела стрелы снежинки в течение 5 секунд шанс крита увеличен на 20%. Талант второй — Гармония земли и небес. После Кьюшки Ганьюй активный персонаж получает 20% бонуса крио урона. Талант третий — Отложено на охоту. Просто возвращает 15% ресурсов, затраченных на крафт луков. Если вы определились, кем будет ваша Ганьюй, керри или саппортом, тогда давайте разбираться. Чтобы собрать керри Ганьюй, вам нужно для начала разобраться с оружием. Для Ганьюй есть парочка луков, которые ей идеально подходят. И это сигнатурный лук Амоса, Небесное крыло, Громовой пульс, Черногорский боевой лук, прототип Полумесяц и Хамайоми. Самые доступные из них это Полумесяц, Хамайоми, Небесное крыло и Черногорский боевой лук. Первый и второй можно скрафтить, имея заготовки, а третий можно выбить из стандартного баннера, четвертый же можно купить в магазине Пайман. Выбывать лук Амоса сложнее, так как он доступен в оружейном баннере на время. 4 куска странствующего ансамбля. Лучший вариант для Ганьюй. В мелт и фриз команде. Даст приличное количество МС и увеличит урон от заряженных атак на 35%. Но собрать хорошие куски этого сета сложнее всего. Но это в разы лучше, чем какая-либо солянка. 4 куска воспоминаний Семенавы можно использовать, если вы готовы пожертвовать постоянным присутствием Кьюшки на поле. Но она не так сильно нужна для мелт отряда. Но данный сет не подходит для фриз пачки. После каждой ешки полный сет отнимает 15 единиц энергии. Но зато дает аж плюс 50% к урону обычным и заряженным атакам в течение 10 секунд. Также дает приятный бонус к силе атаки от 2 кусков сета. 4 куска заблудшего в метели однозначно лучший сет для Ганьюй в группе, рассчитанный на постоянную заморозку. Увеличивает бонус крио урона на 15% и шанс крит попаданий по врагам со статусом крио на 20%, а по замороженным вообще на 40%.
2+2 куска заблудшего метеля и гладиатора либо воспоминаний Семенавы. За неимением хороших статов на всех артефактах из какого-либо сета можно на время использовать данный гибридный вариант. 15% криоурона и 18% атаки никогда не будут лишними. А если еще и со статами все в порядке, можно смело надевать, но все же лучше накопить на 4 куска ансамбля. 4 куска встречной кометы. Этот сет использовать лишь с сильным щитовиком в команде, например Джун Ли. При правильной сборке Ганью и ее саппортов даже не придется задуматься об уклонении от большинства атак, а бонус в 40% урона заряженных атак под защитой щита практически дублирует бонусы предыдущих двух сетов. Но сет неустойчив, так как зависит от постоянного щита. Приоритетно статы таковы. В первую очередь идет шанс крита и крит урон. С сетом заблудшей метели приоритет за крит уроном. Во вторую очередь идет атака. В третью очередь идет МС, только в мелт команде. Для заморозки оно бесполезно. И в четвертую очередь идет восстановление энергии. Ее количество зависит от наличия крио саппорта. Главное возможность использовать кьюшку по откату. В основных статах ищем часы на процент атаки, кубок на процент крио урона, шапка с крит уроном или шансом крита. Желательно сохранять баланс крит шанса и крит урона 1 к 1, то есть на 50% крита нужно собрать 100% крит урона. Для дамагеров около 70% и 140 соответственно. Но не забываем о том, что полный сет заблудшего метели дает 40% шанса крита по замороженным врагам, а еще 20% шанса крита обеспечивает пассивка самой Ганью вне зависимости от сета. Если у вас в команде 2 крио героя, резонанс даст еще 15% крит шанса. Таким образом, в команде на заморозку Ганью достаточно собрать около 30% шанса крита. Со всеми эффектами получится уже 105%, а без заморозки и заблудшего метели 65%. А вот крит урон уже можно набирать настолько высокий, насколько получится. Но после всего сказанного я выгляжу как долик, а все потому, что у меня около 40% шанса крита и 240% крит урона. Но давайте забьем на это болт и подумаем, что вы ничего не видите. Использовать Ганью как саппорта также неплохая идея, тем более она подходит в абсолютно любые пачки. Для саппорта Ганью отлично подходит боевой лук Фавония, церемониальный лук и элегия погибели. Саппорт Ганьку можно собрать full сет эмблемы, что увеличит восстановление энергии, что для саппорта нужно. 4 куска заблудшего метели, если команда играет от заморозки. 4 куска инструктора, что повысит МС в мелт пачке. Приоритеты на статы такие. В первую очередь идет восстановление энергии. Во вторую очередь идет шанс крита крит уроном, с сетом заблудшей метели приоритет за крит уроном. В третью очередь идет МС, только в мелт команде, для заморозки оно бесполезно. И в четвертую очередь идет атака. В основных статах ищем часы на процент восстановления энергии, кубок на процент крио урона. Никак нет на восстановление энергии МС или силы атаки, бонус энного элемента всегда будет превосходить любые статы в кубке. Шапка с крит уроном или шансом крита, аналогичное соотношение, как и было в предыдущей части. Есть два вида пачек под Ганьюй. Давайте каждый по отдельности. На данный момент могу посоветовать вот такой тимбилд. Ганьюй керри, где он щитовик плюс хилер, либо же дед щитовик плюс снимает элементальное сопротивление на 20% своей палкой, Сянлин реактор и Беннет баф. Насчет этой пачки могу сказать наверняка, что если у вас Диона C6, тогда ставьте без раздумий ее вместо деда, так как при 6 консте она раздает плюс 20 МС тем, кто находится под ее кьюшкой, что дает неизмеримо большой буст для закрытия той же бездны. Конечно, извиняюсь, что сейчас встреваю в ролик и не даю вам его нормально смотреть, но вместо 20 МС я должен был сказать 200. Извините. Продолжаю. Тем более в открытом мире в большинстве своем вы просто будете кидать щит Диона и бить Ганьюй. А как вы помните, то плюс 15 крит шанса по врагам со статусом Крио. Это для тех, у кого все скудно по крит шансу, то есть таких как я. Теперь мелт пачка под Ганьюй саппорта. Хутао керри, Ганьюй саппорт реактор, Кадзуха раздувка плюс тяжка, дед щитовик плюс снимать сопротивление 20% своей палкой. Этим отрядом я пробовал играть, но вместо казаха у меня стоял Сахароза, но отряд очень играбельный, даже на уровне с Хутао плюс синим. Это очень хороший показатель. Вот фриз пачки, то есть Моргана. Ганьюй керри, моно саппорт накладывает вечные статусы, Диона щит плюс хилер, Венти раздувка плюс тяжка, либо же Кадзуха. И фриз пачка под Ганьюй саппорта. Кея керри, Ганьюй саппорт реактор, Синцю реактор плюс урон, Барбара хилер.
Данной части хотелось бы дать особое внимание, так как Ганью не зависит от конст. Да и смысла выбивать консты для нее не следует, только первую можно достать, а на остальные забить, так как самая сильная конста это 6-я. Но если вы решили выбить консты, тогда давайте зачитаю, о чем они. С1. Лучше по соотношению цена-качество. Оно дает Ганью снижение крит сопротивления врагов на 15% и реген энергии после заряженной атаки. С2 полезно в комбинации с С6, но само по себе прибавка к урону и выживаемости не дает, разве что обеспечивает чуть больше элементальных частиц для зарядки ульты. Но если она в роли керри, то и С1 справляется на ура. С3 дает плюс 3 уровня Q-шки. С4 будет хорошо смотреться в группах, основанных на постоянной заморозке. Враги должны оставаться в зоне действия ульты как можно дольше, чтобы это созвездие принесло максимум пользы. С5 дает плюс 3 уровня к Ешке. С6 изменит весь геймплей за Ганьюй. После Ешки можно будет выстрелить заряженной атакой моментально, не набирая 2 заряда для сниженки. Последовательность. Заряженный выстрел, плюс Ешка, плюс заряженный. Ждем 30 секунд и опять аналогичная последовательность. За короткое время можно нанести невероятный урон в одну цель или в группу врагов, что невероятно поможет в бездне. Что можно сказать в итоге о Ганьюй? Ганьюй очень полезный и нужный персонаж, подойдет где угодно и кем угодно. Но самое главное это то, что это одна из лучших вайфу игры, если не самая лучшая. Лично я рекомендую выбивать эту девочку, даже ради коллекции, так как потом совсем будет неясно, когда ее зареранят. Передаю всем моим долгим зрителям отдельный привет и отдельное спасибо за то, что вы до сих пор остаетесь со мной и смотрите за развитием канала. Много кто из вас бы задался бы вопросом, что же происходит с каналом, да и ответ мой очень и очень прост. Канал сначала был сделан только ради прикола и эксперимента. Насколько быстро можно набрать аудиторию, снимая популярную игру в то время? Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И эксперимент вполне считаю удачным. Потом уже решила снимать туториалы, которые мне безумно нравилось делать. В эти времена было очень и очень уютно сидеть в комах и смотреть на статистику на новых зрителей, но все рано или поздно кончается. Идей нету, мотивации также, да и сама тема по популярности очень сильно сдала обороты и стала невостребованной в полной мере. Тогда уже канал начал умирать с концами, но в последнее время начал укладывать АМВ и один эдит. Думаю, что многим зрителям это ввело в ступор из-за возвращения и совсем другой тематикой. Сами видео выходили не очень часто, но сами понимаете, насколько это затратно. Тут уж решил выпустить видео о популярной нынче игре Genshin Impact, в которой и сам играю с релиза в 2020 году. Решил попробовать себя в этом, да и вспомнить, как монтировать видео с голосом, так как АМВ и гайды две разные вещи. Не хочется настолько затягивать конец, поэтому с вами был я, Детач. Аригато, друзья.